Привет, друзья! Сегодня решил с вами провести такую философскую беседу, пооткровенничать немного. Было бы круто, если бы меня смотрели психологи и дали обратную связь. Потому что я не психолог, но иногда задумываюсь о жизни, о Вселенной, так сказать. Я как врач и как человек в целом интересуюсь особенностями нашей жизни, наблюдаю за людьми и в процессе исследований, и вообще в процессе жизнедеятельности. Ну, это такие, знаете, издержки профессии. Мне интересно, одно из направлений моих исследований – это питание и его влияние на продолжительность, на качество жизни. И вот я думаю, зависимость от еды – это реально одна из самых сильных зависимостей в природе. Я так думаю. И вот мне попалось видео в Ютубе, где разные люди рассказывают о своих зависимостях и как они с ними справлялись, и почему это вообще произошло, что они чувствовали в этот момент. И вот один парень рассказывал о зависимости от марихуаны, то есть он курил ее несколько лет. И вот я смотрю и понимаю, что человек по своей природе очень слаб на самом деле. Потому что многие люди, они падки на какие-то вещи, приносящие им либо мимолетное удовольствие, либо долговременное, на что-то, что создает им определенные условия, вот эту вот какую-то зону комфорта для них. Вот они готовы пожертвовать многим и готовы порой совершать достаточно страшные вещи, чтобы обеспечить себе вот эту свою зону комфорта, удовольствия какое-то, пусть оно сомнительное удовольствие, но тем не менее. И вот мне интересна эта тема, почему так происходит. Потому что для кого-то вот машина там, или квартира, для кого-то еда – это удовольствие, и он готов многим пожертвовать ради того, чтобы получить там кусочек пирожного или какого-то там кулинарного шедевра. Для кого-то удовольствие – это вот там эти наркотики, алкоголь и прочее. И они готовы многим жертвовать. Многие идут даже на преступления ради этого. И почему так происходит, это вот удивительно. Мне интересна эта тема. Так вот, возвращаясь к питанию, я понял, что здоровое питание, оно позволило мне пересмотреть свои взгляды на жизнь. Абсолютно поменять свое мышление и отношение ко многим вещам. Потому что переход на правильное питание, оно достаточно требует больших усилий, работы над собой прежде всего, потому что я избавился практически от 30 килограмм, там 27-28 килограмм. Но это как приятный побочный эффект. То есть я не худел специально, это вот бонус за переход на здоровый образ жизни, здоровое питание. От многого пришлось отказаться, было тяжело, потому что это зависимость, это тяжелая зависимость. И я сейчас понимаю, что какое я получаю удовольствие спустя годы здорового питания, что я не падки на многие вещи. То есть я не испытываю вот эту вот слабость к благам, так называемым, благам человеческой цивилизации. Если мне поставить сейчас на стол, допустим, какое-нибудь пирожное, там, торт или какой-то шедевр кулинарного искусства и все прочее, на который я раньше бы накинулся и с удовольствием бы съел, то сейчас я абсолютно контролирую свои эмоции, я абсолютно контролирую свои желания. И если я пойму, что это мне не нужно, и что оно может принести вред в той или иной мере, я никак не отреагирую. И у меня даже слюноотделение не произойдет, потому что я достаточно способен соблюдать вот этот баланс, самоконтроль, чтобы не навредить себе прежде всего. Это вот один из плюсов здорового питания.
Второй момент. Вот были случаи, когда, ну, я часто путешествую, стараюсь, по крайней мере, и, соответственно, приезжая в другую страну, я не понимаю, где мне есть, потому что у меня определенный рацион, определенные предпочтения в пище, и, соответственно, в неизвестном для меня городе, там, стране, я не знаю, где мне взять продукты, потому что возможности готовить так, как дома, порой не бывает. Ну, это отель, это комната какая-то, и где я буду готовить. Соответственно, приходится питаться в общепите. И бывали такие случаи, когда я по 3 дня толком ничего не ел. Это неправильно, я согласен, но тем не менее, это к вопросу о самоконтроле. Максимум там десяток каких-то орехов, может быть банан, там еще что-то, и больше ничего, и вода. И так могло пройти там 2-3 дня, пока я не найду место, где я могу поесть. При этом я не испытывал абсолютно страшного чувства голода, раздражительность, там, усталость и все прочее. То есть я ощущаю вот этот самоконтроль, вот это вот, знаете, своего рода медитацию над тем, чтобы совладать с собой и не перейти грань. Вот это вот, знаете, когда человек голодный, он становится злой, раздражительный. У меня этого нет. Если я день-два не ем, я практически пребываю в таком же состоянии. Да, есть там небольшая усталость, это нормально, это физиологический процесс, но тем не менее мой психический статус, он не страдает. То есть я не кидаюсь на первого попавшегося, там, не злюсь, не кричу, ничего такого не делаю. Пока не найду пищу и не поем. Это вот второй плюс такой здорового образа жизни, здорового питания. Хоть и у многих стереотипы, что те, кто нормально питается и нормально ведет образ жизни, они злые, они какие-то худые. Обычно там худой человек, значит, злой, агрессивный. Но поверьте, и моему врачебному опыту, я работаю с людьми с избыточным весом, порой, ну, в большинстве случаев это все наоборот. Так получается. Дальше. Следующий момент, вот о здоровом образе жизни и самоконтроле. Я переоценил взгляды на жизнь в целом. То есть вот эти какие-то материальные ценности для меня, они не играют большой роли в жизни. Плюс начавшаяся война, и мне пришлось уехать из России, бросить все, бросить карьеру, жилье, машину. Как бы и то машина была в кредите, я ее вынужденно купил, потому что мне нужно было ездить каждый день за 50 километров на работу и несколько раз в неделю за 120 километров на другую работу. И на маршрутке очень тяжело было, это физически невозможно было успевать. Поэтому я взял кредит, купил машину, чтобы добираться как-то. Вот. И все это бросил абсолютно спокойно. Я нигде там себя в душе не грыз, вот как это так, все это. То есть мне расстаться с материальными ценностями проще простого. 2 чемодана и больше ничего. И я сейчас понимаю, какое это удовольствие, когда за твоими плечами 2 чемодана и больше ничего нет. Потому что тебя якорем ничего не тянет к месту, где ты находишься. Ты можешь в любой момент собраться и уехать. И это тоже переосмысление на фоне здорового питания, на фоне здорового образа жизни. Потому что раньше у меня такого не было. Раньше это стремление там, зарабатывать миллионы, какие-то там иметь золото, машины, квартиры, там, дворцы и все прочее. Да, можно зарабатывать миллионы, но тратить их на образование, что я и делаю, путешествия и на качественное питание, на саморазвитие. Потому что именно это принесет колоссальное удовольствие. А машина в любой момент может разбиться, сломаться. И сейчас такое неспокойное время, ты можешь в один миг лишиться всего. И то, что ты копил за многие годы, там, квартиры, дома, машины и драгоценности какие-то, ты можешь в один момент просто этого всего лишиться.
И ради чего? Ради чего вот эти все твои силы, энергия вся твоя, твой труд был потрачен? А вот образование, саморазвитие, впечатления от путешествий, знания твои в целом, их уничтожить очень сложно, если только не произойдет какой-то сбой в организме в виде тех или иных заболеваний. Вот еще один плюс. То есть я бросил все и переехал в другую страну. Это все относительно спонтанно произошло, хотя планировал я достаточно давно. Вот еще один плюс. То есть я сейчас понимаю, что мне не нужно ничего. У меня есть крыша над головой, у меня есть возможность пойти купить продукты натуральные, у меня есть возможность купить какую-то одежду. Все остальное, то, что я буду зарабатывать, я буду откладывать, копить на путешествия, на поездки, на развитие себя. У меня много идей в этом направлении, много желаний, но не более того. Так что вот о зависимости людей от многих вещей. Я смотрю на своих близких, окружение свое, знакомых. При общении с пациентами я понимаю, что очень много несчастных людей, потому что они действительно очень падки на вещи, на которые я бы внимания не обратил. То есть для них пойти поесть в какой-нибудь фастфуд, либо в какой-нибудь ресторан, это, то условие, без которого они, как им кажется, не будут счастливы. Купить какую-нибудь дорогую одежду, это, опять же, то условие, без которого, как им кажется, они, опять же, не будут счастливы. Для кого-то цель это купить дорогую машину, и вот он, бедолага, там 5 лет на это копит, собирает, днями и ночами не спит, на 4 работах, вот он купил эту машину, и я не осуждаю, мне просто интересно, почему так происходит. И вот он такой классный, едет на этой машине, при этом больше не имея ничего, ни в одной стране мира не был, ни одной книжки не прочитал, ни один музей, театр не посетил, но зато на машине там за миллионы каких-то денег. Вот это вот настолько интересно все, почему? То есть мы участники природы, мы вот животные, человек это животное, и мы подвержены многим нашим желаниям гораздо больше, чем мы можем с ними справиться. Зависимость тоже от алкоголя, от наркотиков и так далее. Так что вот именно здоровый образ жизни и здоровое питание мне позволили сейчас контролировать себя. Я получил самоконтроль. И хотя многие говорят со стороны мне: ты посмотри на себя, на кого ты похож, ты там как выглядишь, ты скоро от своего питания там свернешься, ты дистрофик и все прочее. Хотя я занимаюсь спортом, вот сейчас пойду на тренировку, занимаюсь спортом, я работаю, занимаюсь наукой и проектами определенными. То есть работаю гораздо больше, чем многие там мужики, в 3 раза больше меня. И при этом я могу контролировать себя. Несмотря на вот этот стереотип, что я там от такого питания могу свернуться, мне энергии достаточно и даже больше, чтобы вести нормальный, полноценный образ жизни. Так что, друзья, я хочу сказать, что вот именно здоровый образ жизни, он абсолютно меняет взгляды на жизнь, меняет отношение ко многим вещам, и он делает эти взгляды более здоровыми. То есть здоровое питание, здоровый образ жизни, он в целом делает тебя более здравомыслящим, здоровым, полноценным человеком, не падким на какие-то странные вещи. И понимание, что тот или иной процесс, тот или иной продукт, то или иное предложение может нанести мне вред непоправимый порой. Вот оно есть, это понимание, и есть четкая установка, и есть четкий самоконтроль.
Так что, ну вот такое откровение, такой разговор у нас получился. Мне бы очень хотелось услышать, если есть психологи, ваше мнение на этот счет. Мне прям интересно. Эта тема, я бы очень хотел дальше продолжать ее изучать. А именно зависимость людей от каких-то так называемых удовольствий. Всем хорошего дня, будьте здоровы, занимайтесь своим образом жизни, занимайтесь своим питанием. Поверьте, бонусов гораздо больше. Тяжело будет первые месяцы, первые полгода. Потом это образ жизни. Я еще раз говорю, если мне положить колбасу какую-то там, майонез, хлеб, какую-то курицу зажаренную, если мне положить кусочек торта, пирожное, там, конфеты, я на это даже не обращу внимания, потому что у меня вызывает это отвращение. Я не получу от этого удовольствия. Многие не понимают, многие думают, что я себя ограничиваю специально. Нет, я просто от этого не получу удовольствия. Мне противно на это смотреть, потому что мои вкусовые рецепторы поменяли свои предпочтения. Мой глаз поменял свои предпочтения. Мое мышление поменяло предпочтения. Мне вкуснее гораздо какой-то фрукт, овощ съесть, рыбу съесть. Мне вкуснее гораздо приготовить какую-нибудь там кашу с овощами, с оливковым маслом. Все это там красиво сервировать, потому что эстетика важна в блюде. Нежели чем вот это все съесть. Совсем другие взгляды. Я себя не ограничиваю, просто меняется психология мышления, совсем другая, понимаете? Так что занимайтесь собой, поверьте, бонусов гораздо больше, вы станете гораздо более здоровыми и в плане организма, и в плане взглядов на жизнь. И вам многие вещи покажутся, покажутся менее достойными вашего внимания и меньше будут отнимать у вас драгоценного времени. Так что всем желаю здоровья, здравомыслия и работы над собой. Это все вернется сторицей. Всем хорошего дня и приятно было пообщаться. До встречи, друзья. Не забывайте, пожалуйста, подписаться на мой канал, поставьте лайк, буду очень благодарен. И нажмите колокольчик. Новые видео, может, интересны для вас, чтобы вы не пропустили. Всем до встречи. Пока.